Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очередным рецептом приготовления вкусной баранины. Этот рецепт схож с некоторыми блюдами турецкой кухни, поэтому он получается пряным и ароматным. А также к нему мы приготовим замечательный соус-закуску из баклажанов. И первым делом их нужно обжечь, чтобы с них легко снялась шкурка. Духовка должна быть сильно раскаленная, а готовность определяйте по тому, как шкурка будет скукоживаться и баклажаны немножко уменьшатся в объеме. Ну а мы разогреваем казан, и нам нужно обжарить бараньи голяшки. Небольшое количество растительного масла и дадим казану хорошенько прогреться. Нам нужно их запечатать. Пока голяшки обжариваются, мы можем их немного посолить. Красота. И отправляем в следующую партию. Отлично, мясо обжарили. Теперь нужно приготовить овощную подушку. Крупно нарежу красный лук на сегменты. И немного моркови. Все это нам нужно слегка обжарить. А для того, чтобы добавить остроты нашему блюду, добавим немного чили перца. Совсем чуть-чуть. Лук и морковка немного обжарились, начали карамелизоваться. Мы освобождаем казан от них и утрамбовываем туда мясо. Добавим еще чуть-чуть растительного масла в казан и плотничком укладываем голяшки. И выкладываем наши овощи. Первым делом головку чеснока. Разрежу ее напополам, чтобы она отдавала свои ароматы. Немного свежих перцев. Прям целиком. Томаты черри. Все это нужно посолить. Из специй немного зиры, копченая паприка, смесь сухих трав, зерна кориандра и немного черного молотого перца. Выкладываем лук и морковь. И добавляем небольшое количество воды. Примерно 200 мл. Остальную влагу нам дадут соки из овощей. И теперь меняем местами наш казан и баклажаны. Отправляем запекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно 25-30 минут. Пока мясо запекается, приготовим соус. После того, как запекли баклажаны, дайте им отдохнуть под закрытой крышкой или в целлофановом пакете буквально пару минут, тогда шкурку будет очищать намного легче. Теперь берем баклажан и аккуратно руками снимаем верхнюю шкурку. Порубим немного помельче и отправляем в глубокую миску. И для того, чтобы добавить аромата нашему соусу, мелко порубим петрушку и немного чеснока. Туда же отправляем 50 грамм сливочного масла, йогурт и соль. И все это измельчить блендером. Получается отличная закуска, которая идеально подходит к мясным блюдам. Особенно хорошо будет в сезон шашлыка. Тем временем у нас подпеклось мясо, и мы можем укутывать его в тесто, чтобы все соки начали пропаривать наши продукты изнутри. У меня здесь слоеное дрожжевое тесто. Нужно его раскатать под размер нашей формы. И накрываем наш казан.
При этом стараемся закрыть все дырки, чтобы влага максимально оставалась внутри нашего казана. И для красивой корочки смажем яйцо. Отправляем запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Друзья, это лучшее, что мы могли приготовить в час ночи. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте разрежем тесто и посмотрим, что у нас получилось. Я уже вижу, как там много бульона. И наш замечательный соус. Пахнет очень вкусно.